Всем привет! Сегодня мы с вами сделаем клубничный торт. И у меня почему-то вертится в голове название для этого торта «Ягодка моя». Кого устраивает такое название, пишите в комментариях, либо предлагайте свое название. Для бисквита мне понадобятся сухие ингредиенты. Это мука, крахмал и разрыхлитель. Также мне еще нужно будет растительное масло без запаха, сахар 2 порции. Клубничное пюре, это у меня обычная мороженая клубника, которую я разморозила, перебила блендером и процедила через сито. Яйца разделяем на белки и желтки, щепотка соли, и я еще буду использовать ароматизатор пищевой клубнику. Так как после выпекания очень часто бывает, что уже такого насыщенного клубничного либо фруктового запаха у бисквита нет, поэтому мы будем использовать пищевой ароматизатор. Нам понадобится буквально 1-2 капли. Здесь имеется специальный дозатор. И очень важно именно соблюдать дозировку, так как это все-таки ароматизатор, и он придает аромат. Вкуса он не меняет у бисквита, если опять же соблюдать дозировку. Поэтому 1-2 капли будет вполне достаточно. Начинаем с белков, добавляем щепотку соли и ставим взбиваться. Сначала миксер ставим на самую маленькую скорость, постепенно ее увеличиваем, и также постепенно мы добавляем одну часть, вот эту вот маленькую часть сахара. Потом уже на самой большой скорости миксера мы взбиваем до плотного состояния. То есть при переворачивании чаши у вас белки не должны трогаться с места. Взбили белки, и теперь займемся желтками. Сюда же мы добавляем сахар, перетираем до бела миксером либо венчиком. Делать все это можно одновременно, пока взбиваются белки, можно заниматься и желтками. Добавляем пюре ягодное. Кстати, ягоды можно использовать и другие, не обязательно клубнику. Сделайте, к примеру, малиновый торт, как раз скоро малинка пойдет. Растительное масло туда же добавляем и капаем пару капель, так как я делаю тесто сразу на 2 коржа, пару капель ароматизатора. Кстати, забыла сказать, что называются они панда, и торт мы сегодня будем делать с мордой панды. Опять все перемешиваем. Добавляем муку с крахмалом и разрыхлителем. Крахмал я использую кукурузный. Опять все перемешаем. Бисквит практически готов. Нам остается смешать обе массы, белковую и ягодную. Смешивать я буду в несколько этапов, аккуратно снизу вверх переворачивая. У данных ароматизаторов очень большой ассортимент вкусов. Купить их можно в розничных магазинах Prime Decor в Санкт-Петербурге и Краснодаре, а также в интернет-магазине Prime Decor. А если вы укажете промокод «Я тортодел», вы получите еще и 6% скидку в интернет-магазине либо в розничном магазине на любой товар. Бисквитное тесто у нас должно непрерывно стекать с лопатки. Так, еще чуть-чуть. Также следим за тем, чтобы не было никаких белковых вкраплений, они потом не очень красиво смотрятся в разрезе. Форму я буду использовать 20-сантиметровую. Выпекать, как я уже и говорила ранее, буду в 2 формах. Дно формы застелила пергаментной бумагой, и теперь разделяем тесто на 2 формы. Одинаковое количество должно быть. Получается, на одну форму у меня ушло 540 граммов теста. Духовку разогреваем до 175 градусов, и выпекаться они у нас там будут до сухой зубочистки. У меня выпекался бисквит 30 минут. И сразу же достаем. Форму переворачиваю сразу на решетку и так оставляю минут на 10. Достаем наш ароматный бисквит из формы. Когда открыла духовку, было такое ощущение, как будто одновременно варится клубничное варенье и выпекаются кексы. Вот настолько он ароматный. До полного остывания мы оставляем на решетке. Затем заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник минимум на 2 часа. Каждый корж после холодильника разрезаем пополам, у нас получается 4 коржа. Заранее сделала клубничную пропитку. Здесь у меня сок после разморозки клубники, ягод клубники. В равных пропорциях смешала с сахаром, проварила минут 10 на медленном огне и процедила через сито. Вот такая вот пропитка получилась. В качестве наполнителя я буду использовать, конечно же, клубнику. Если бы я этот торт делала не в ягодный сезон, то я бы использовала клубничный конфи, который бы сделала в 16-сантиметровых формах. И у меня были бы такие вот ягодные прослойки. Остается нам сделать крем. Крем я буду делать творожный, и можно будет приступать к сборке торта. Для крема мне нужен творог. Я взяла 9% творог. Далее сахарная пудра, жирные сливки. Сливки должны быть жирностью не менее 33%. И я еще буду использовать пищевой ароматизатор ваниль.
Сливки обязательно должны быть охлажденные. Начинаем их взбивать, как всегда, с самой маленькой скорости, постепенно увеличивать до плотного состояния. В это же время я перебиваю блендером творог и сахарную пудру. Сюда же добавляю пару капель ароматизатора. Добавляем сливки, творог и на самой маленькой скорости все перемешаем. Крем готов, начинаем сборку. Собираю в кольце, бока проложила пленкой от сахарной бумаги. Сборка классическая: бисквит, пропитка, крем-наполнитель. Ягоды я достаточно крупно нарезала. Хочется, чтобы в разрезе прям было видно клубничку. Сборка завершена, теперь отправляем торт в холодильник. Обязательно где-то примерно 5-6 часов он должен там отстояться, пропитаться, затем уже можно будет приступить к оформлению. Отстоявшийся торт можно уже покрывать кремом. Использовать я буду творожный крем, я его уже заранее приготовила. Вес торта после сборки 2 килограмма 100 граммов, без оформления еще. Ганашем торт я покрывать не буду, так как мы его делаем для себя, никуда он у нас не поедет. Поэтому сразу наношу черновой слой крема. Затем даю час отстояться в холодильнике, застыть черновому слою. И затем можно уже наносить основной слой крема. Рецепт творожного крема можно будет посмотреть по ссылке в описании. Там же вы найдете ссылку на ароматизаторы Panda и адреса магазинов Prime Decor. Та часть творожного крема, которая у меня осталась на основное выравнивание, у меня остается на столе при комнатной температуре. Если у вас очень жарко на кухне, то лучше, конечно, поставить чашу в холодильник. Крем уже полностью застыл, пару часиков он у меня провел торт в холодильнике. Часть крема я окрасила в различные необходимые для меня цвета. Это зеленый, светло-зеленый, черный, темно-серый и остатки вот крема белого остались. Как я окрашивала крем и вообще вот подробно об этой технике мы поговорим с вами в следующий раз. Сделаем целую картину на торте. Работать я буду мастихинами различными. У меня и пластиковые, и металлические есть. В общем, все, чем удобно будет делать такие мазки на торте, все можно использовать. Скажу только, что порции крема я окрашивала жирорастворимым красителем. Также вспомогательные картинки, на которые я буду опираться, будут в нашей группе ВКонтакте, там вы их сможете найти. Альбом называется «Картинки для печати», по-моему, так называется, для съедобной печати. Возможно, вам они пригодятся. Все, закончили с оформлением. Использовала я только творожный крем сегодня. Единственное, что глазки сделала из пластичного шоколада, чтобы они более ярко выраженные были. Еще можно было и носик сделать из шоколада, но будем продолжать экспериментировать. Легче всего начинать вот такой вот вид декора именно со зверушек, потому что у них идет на картинке направление ворса, и вам будет более понятней, куда нужно двигаться, куда направлять мастихин. Нам остается лишь разрезать торт и посмотреть на наш клубничный разрез. Вот он, наш ароматный клубничный красавчик. Можно уже попробовать. Очень вкусный торт получился, как мы и любим, в меру сладкий. Я специально в некоторых рецептах убавляю сахар, так как мы не любим сильно приторные торты. Я бы, если честно, вот прям вот все бы съела, но мне нельзя. Пропитанный, сочный и очень красивый разрез. Посмотрите, какой летний разрез получается. И, кстати, прикольно хрустят семечки на зубах от клубники. Желаю вам приятного аппетита, как всегда, удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого-самого доброго.